Добрый день, уважаемые дамы и господа. Продолжаем цикл роликов занятий по коучингу. И сегодня мы с вами в первом приближении рассмотрим пакет номер 2, связанный с работой со своим внутренним миром. Да, то есть когда целесообразно пользоваться им, когда по судьбе, по внешним целям более-менее нормально, но внутри чувствуем то ли там раздражение, неудовлетворение, непонимание там смысла жизни, то ли я делаю, так ли я делаю и так далее, да, что угодно. То есть когда преобладают внутренние проблемы. И вопрос, почему целесообразнее пользоваться пакетом, чем отдельно взятыми коуч-сессиями. Примерно схема та же самая, что и по внешним целям. Да, то есть когда мы можем собрать все вопросы, все проблемы воедино, то это нам дает дополнительные возможности. Давайте в двух словах. Что такое наш внутренний мир? Да, это наши убеждения, да, что правильно, что неправильно, что возможно, что невозможно. Они определяют потолок. Да. То, что мы не понимаем, для нас недоступно. То, что понимаем, в этом диапазоне мы можем мыслить, в принципе, и действовать. Да, дальше из того, что мы знаем, что-то понижают наши ценности, что правильно, что неправильно. Наша самооценка, могу, не могу, достоин, недостоин. Наши цели, на что решился. И другие там качества, способности управления собой, навыки и так далее. Да? То есть есть различные составляющие. Желательно к ним отнестись, можно сказать, там, в первом приближении как компьютер. Да, если вы пишете компьютерную программу, там у вас какая-то ошибка. Программа работать не будет или будет сбоить. Ну, в какой-то мере так работает человек. Вернее, как он как-то живет и как-то работает при наличии в большинстве случаев очень большого числа нерешенных внутренних вопросов. Там, скажем, работает, но радости нет, этичности нет, там, себе внимания не уделяет. Каждый день сурка, дом, работа, быт, но вот уже ничего нет. И так живут очень многие, к сожалению, люди. Да? Но если мы относимся к себе ответственно, то в идеале что мы делаем? Мы смотрим на свой внутренний мир и что я хочу, да, что вы хотите в идеале. Вы хотите там, чтобы все было классно, да, чтобы в основе лежат программы, что правильно, что неправильно, что делать, да, как оценивать. Правильно, если мы отнесемся к работе со своим сознанием таким образом, что я хочу, чтобы мое сознание было на все 100% запрограммировано на счастье, на успех, да, на достижение наилучших результатов, все, что мы можем себе представить. Да? У каждой из частей нашего сознания, чтобы там не было проблем, чтобы там было только плюс. Да, там ответы разные, но суть. Проблем нет, есть достоинство, есть правильные решения, которые минимум дают нам силу и радость, ну а максимум– это правильная программа действий, в жизни применяем, результат позитивный получаем. Да? Поэтому отнестись нужно ответственно, чтобы наше сознание было запрограммировано на плюс, да, на результат, на счастье. Соответственно, из него нужно убрать все минусовое, всю боль, слабость, глупость. Да, все это нужно убрать. Если мы берем пакет, да, то есть там 10-20 сеансов, тогда мы можем воспользоваться преимуществами, скажем, долговременного планирования. То есть мы выделяем часть начальную наших сеансов для чего? Для того, чтобы можно было бы все проанализировать и составить картину, поставить диагноз. Да, как правило, у каждого человека свое, но у кого-то проблема основная, корень зла лежит в убеждениях. Он то не воспринимает, что в убеждениях ему на выходе плохо. Плохо в определенной ситуации или там ничего не происходит, в окно смотрит плохо. Человек фиксирует конечный результат. А к этому результату, как правило, ведет определенная цепочка. Редко, когда вот программа на поверхности, вот результат, хотя такое тоже есть. Как правило, это цепочка. Там что-то в детстве произошло, да, или как там психоаналитиков, да, предположим, как человек становится маньяком. Да? Вначале кузнечика раздавил, потом, извините, э, птичке голову открутил, ну и так далее. Если его не наказывают, он может стать и преступником. Да? Почему? Не ударили по рукам. А из-за чего он взял и там раздавил первого кузнечика? Да? Потому что его кто-то обидел,
и он не знал, что сделать. Он просто отомстил тому, кто слабее. Да? И чтобы эту проблему убрать, нужно докопаться до первопричины. Таких первопричин, ну, как правило, не так уж и много, не мало, но не так уж и много. И если мы нарисовали полную картину, да, где у человека проблемы, слабости, следующая задача, которую мы можем поставить, выйти на основные первопричины остальных проблем. Да, где корень зла? Тогда, если мы эти корешки обнаруживаем и убираем, всем остальным проблемам уже сложнее держаться, с ними проще прощаться. Да? Поэтому преимущество, да, долговременного планирования все оценили, выбрали первопричины, которые дадут наилучший результат, когда мы с ними работаем, определили оптимальную последовательность, как решать ту или иную задачу, ну и, само собой, уже логической последовательности прошли по тем или иным проблемам и, насколько возможно, за ответенное время изменили внутренний мир человека к лучшему. Конечно, отдельная коуч-сессия, да, она решает локальную задачу, она также дает благо, но это должна быть локальная задача. Если задача внутренняя, она побольше, она потребует несколько сеансов. И если же цель в целом, так и себя изнутри, да, усилить, почистить, облагородить, есть смысл, да, брать пакет, да, планировать на определенное время и идти по этой работе, да, выполнять эту работу. Но в том числе с точки зрения ускорения развития, да, потому что одна голова хорошо, но две, тем более если у человека есть специальная квалификация для этого, да, изменять сознание к лучшему, то в данном случае это будет не две, а можно умножить, ну, на уровень профессионализма человека. Да. Это будет на порядок большая отдача. Поэтому вначале, конечно, нужно познакомиться с человеком, попробовать одиночные сеансы. Если вы сразу не взяли вот пакет, да, основной духовной практики, где уже это все предусмотрено, нашли общий язык с тем, да, консультантом, который дает вам наибольшую отдачу, и тогда уже спокойно работаем. Это шикарная возможность. Конечно, ну, сложно спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел, да, как там шутил Жванецкий. Это нужно, конечно, попробовать, ну и, конечно, пользоваться далее с максимальной эффективностью, с максимальной отдачей. Спасибо, всем успехов и до встречи. До свидания.